Наша медицина вносит в мозги и врачей, и простых людей огромную путаницу тем, что она классифицирует отеки как почечные и сердечные. Да? На самом деле чушь. Что такое отеки? Отеки – это накопление где-то жидкости. Да? В какой-то части тела накапливается, почему-то застаивается жидкость. Это образуется отек. Согласны? А если у кого-то возражения там есть, сразу же вы говорите. Накопилась жидкость. Она откуда там взялась? У нас единственная есть система, которая приносит жидкость в ткани – это кровь. Кровоснабжение, артериальные сосуды. Все, другой системы приноса жидкости в ткани у нас нет. Согласны? Соответственно, после того, как жидкость туда пришла, она должна как-то оттечь. Хотите разобраться, как работает ваше тело и что делать при самых разных заболеваниях? Курс «Энциклопедия здоровья» – это 200 видеоуроков от доктора Евгения Божьего. Все по алфавиту, удобно и понятно. Знания, которые помогают исцеляться. Ссылка в описании под видео. Отток у нас осуществляется двумя путями. У нас есть венозная система и лимфатическая система. Значит, получается, что отек возникает когда? Когда приток больше, чем отток. Итак, мы выяснили, отеки появляются из-за нарушения оттока жидкости, но есть еще одна причина, о которой врачи молчат. С возрастом в наших тканях накапливаются соли, особенно в ногах, из-за силы тяжести. Эти соли притягивают воду как магнит. Результат – ноги отекают к вечеру. Но есть простой способ эти соли убрать. Секрет в обычной пищевой соде. Вот об этом все скромно молчат. Я не нашел ответа ни в одной химической книжке, ни в одной биохимической книжке, ни в одном медицинском учебнике. Нигде об этом не сказано. А на самом деле механизм существует, и даже не все химики, как оказалось, знают этот механизм. А механизм очень простой. Одним из механизмов, не единственным, но одним из механизмов движения молекул является движение по градиенту pH. От более кислой среды к более щелочной. Всегда молекулы движутся. Если вы возьмете кислую среду и щелочную, соедините их, то все молекулы из кислой среды сразу начнут двигаться в щелочную сторону. Понятно? Вот этот механизм существует. И для снятия отеков, то есть для убирания вот тех веществ, которые там у нас накопились, мы можем совершенно спокойно их использовать, этот механизм. То есть создаем снаружи кожи щелочную среду. Этот метод не только эффективен, но и полностью безопасен. Давайте рассмотрим это подробнее. Берете 1,5 чайной ложечки соды, заливаете кипяточком, перемешиваете, пока перестанет выходить углекислый газ. То есть реакция соединения соды пищевой с водой произошла. Углекислый газ вышел, остался раствор натрий OH, то есть щелочи. Да? Берете, мочите в этом растворе носочки, хбшные чулочки, хбшные там куски ткани какой-то, да? И надеваете на ножку. Намочили, отжали, надели, сверху полиэтиленовый пакет и сухой носочек еще. Да? И на всю ночь вот так оставили. За ночь, за 8 часов, пока вы спите, у вас все, что можно, огромное количество солей перейдет в этот самый щелочной раствор, в этот намоченный носочек. Да? Утром встали, просто смыли, и вы сами посмотрите, вот у кого ноги отекают, вот ночью, вы посмотрите, какой кайф вы получите от того, что вы увидите свои ноги без малейшего отека, прямо сразу же. Прямо сразу отек вот за ночь ходит. Очень такое интересное ощущение. Почему? Потому что вы соли убрали, вот, соответственно, и воду там ничего не держит, она ушла. Понятно, да? То есть вот механизм борьбы вот с этим видом отеков. Содовые носочки работают отлично, но только против солей. А что, если причина отека в плохой работе вен? Знаете ли вы, что 80% венозной крови от ног откачивает одна единственная мышца – икроножная? Если она забита, кровь застаивается. Появляется варикоз и отеки. Но эту мышцу можно
прочистить за 2 минуты? Скоро узнаете как. Венозный отток от ног осуществляется за счет работы икроножной мышцы. Да? Икроножная мышца откачивает где-то порядка 80% венозной крови. То есть она является основным насосом. Соответственно, когда она начинает работать хуже, возникает венозный застой, варикоз и всякие прочие удовольствия. На фоне варикоза уже может тромбофлебит и все прочее, прочее, прочее. Если вы хотите достичь лучших результатов, вот что нужно сделать дальше. Нужно сделать одну простую вещь. Убрать забитые волокна, которые накапливаются с течением времени в этой икроножной мышце, и которые снижают и КПД этой мышцы. Как это сделать? Ну, показываешь. Подходите к стеночке, ставите ножку на стенку как можно выше. Не носочек, не пальчиками вот так, а чтобы косточка встала, да? И попу вот так подтянули. Вот. Вот тянется икроножная мышца. И 2 минутки постояли. Подождали, пока она расслабится. Если каждый вечер делать вот такую растяжечку, икроножная мышца не будет напрягаться, соответственно, проблем с оттоком не будет. То есть она будет полноценно функционировать как насос, откачивающий венозную кровь. Кровь не будет застаиваться, и проблему вы уберете. Отлично. Мы разобрались с солями и венозным застоем. Но что, если есть еще третья причина отеков – нарушение лимфооттока? Лимфатическая система выводит лишнюю жидкость из тканей, но работает она только при одном условии – если вы правильно дышите. Дышите грудью – лимфа застаивается, отеки появляются. Дышите животом – лимфа движется, отеков нет. Секрет в диафрагме. Существует второй механизм лимфатического оттока – это присасывающее действие диафрагмы. Если человек дышит животом, лежим мы, например, когда спим, отдыхаем, у нас мышцы не работают, диафрагма должна двигаться, дышать должна диафрагма. Если человек дышит диафрагмой, значит отеков не возникает. Если человек перешел на грудной тип дыхания, да, то, соответственно, возникают отеки, связанные с нарушением оттока лимфатической системы. Что нужно сделать? Нужно восстановить работу мышц, мы сказали, да, показал как, и восстановить работу диафрагмы. Восстановление работы диафрагмы осуществляется следующим образом. Утром, вечером дышать животом по 10 минут. Легли на спиночку, одну руку положили на грудь. Эта рука контролирует, чтобы движения грудной клетки не было. Здесь все неподвижно. Другую на живот. Эту руку животом на вдох выталкиваем вверх. 4 секунды делаем задержку на высоте вдоха и выдох. То есть вот вдохнули, выдохнули. Вдохнули и выдохнули. Угу. И вот так 10 минут. Кому тяжело сразу разрешать 10 минут, можно делать перерыв. То есть подышали сколько можете, отдохнули. Подышали, отдохнули. Чтобы в сумме набрать 10 минут утром, 10 минут вечером. Понятно, да? Вот 3 простейшие вещи, с помощью которых вы можете совершенно несложно избавиться от отеков. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю об уникальных методах самостоятельного восстановления здоровья. А если хотите не просто слушать, а действовать, попробуйте наш курс «Упражнения для здоровья». Это простые, но мощные практики для суставов, мышц, головы, шеи, всего тела. Бонус – комплекс растяжек. Уроки онлайн, доступ навсегда. Ссылка в описании под этим видео.